Если у вас уже есть деньги, и вы хотите вложить их, чтобы больше заработать, посмотрите это видео. Почему заработать на инвестициях реально каждому из нас? Во-первых, на сегодняшний день существует множество инвестиционных инструментов, доступных как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Например, акции, облигации, криптовалюты, недвижимость и другие активы. Любой человек может выбрать тот инструмент, который соответствует его финансовым возможностям и целям. Во-вторых, с развитием интернета и технологий стало значительно проще получать доступ к информации об инвестициях. Существует множество онлайн-ресурсов, форумов, блогов, видеокурсов и других образовательных материалов. Они помогают людям изучать основы инвестирования и развивать свои навыки в этой области. Также хорошим примером может служить наш образовательный канал «Жажда Про». В-третьих, можно начать с малых сумм. Инвестирование не требует огромного капитала. Например, акции или облигации позволяют инвестировать суммы, которые доступны для большинства людей. Куда лучше инвестировать, чтобы заработать? Итак, вариант первый – банковский вклад. Об этом способе знает, наверное, каждый. Конечно, он не позволит много заработать, но это все-таки лучше, чем просто держать деньги дома или на карте. По крайней мере, банковский вклад обеспечит безопасное хранение ваших денег, их не смогут легко украсть. Кроме того, вклады в банки обычно защищены государством, которое гарантирует возврат ваших вложений до определенной суммы в случае банкротства банка. На ставки по депозитам влияет большое количество факторов. От экономической ситуации в стране до политики конкретного банка. Обычно размер ставки по вкладам в рублях составляет от 5% до 8% годовых. Чтобы понять, какую доходность вы можете получить, рассмотрим конкретный пример. Допустим, у вас есть 1 000 000 рублей, и вы решили открыть вклад под 5% годовых. Таким образом, ваш годовой доход составит 50 000 рублей. На первый взгляд, сумма неплохая, но если разделить ее на количество месяцев и учесть налог на проценты по вкладу, то получится сумма около 3500 рублей в месяц. Согласитесь, учитывая вложенную сумму, это не так уж и много? А в большинстве случаев доходность банковских депозитов не превышает уровень инфляции, поэтому реальная стоимость вложенных средств с течением времени может сокращаться. Второй вариант – это инвестиции в недвижимость. По сравнению с депозитами потенциальная доходность здесь выше, но такие инвестиции потребуют от вас определенного уровня подготовленности. Вы должны иметь достаточные финансовые ресурсы, как для приобретения недвижимости, так и для прочих расходов, таких как оплата юридических услуг, налоги или ремонт. Кроме того, необходимо оценить риски. Например, падение в стоимости, проблемы с арендаторами или сложности с продажей жилья. Важно быть готовым к этому и иметь план действий в каждом конкретном случае. При необходимости можно обратиться к профессионалам, таким как агенты по недвижимости, юристы и финансовые консультанты, чтобы получить квалифицированный совет и помощь. Это поможет избежать ошибок и снизить риски. Увеличить свои шансы на успех вы можете, тщательно проведя анализ рынка недвижимости перед покупкой объекта. Определите потенциально привлекательные места для инвестиций. Изучите текущие цены на недвижимость, уровень спроса, арендных ставок и перспективы развития района. Следующий вариант подойдет далеко не каждому. Но если вы чувствуете в себе предпринимательские способности, то можете попробовать инвестировать в бизнес. Это может быть как открытие собственного дела, так и инвестирование в различные бизнес-проекты. К примеру, открытие бизнеса по франшизе, вложение в быстро развивающиеся стартапы или бизнес-партнерство. Вы можете развить свою мечту или уникальную идею, превратив ее в прибыльный бизнес. Конечно, это потребует немалых усилий и достаточно рискованно. Успех не гарантирован, но с хорошим бизнес-планом и настойчивостью вы можете достичь значительных результатов.
Только представьте, какое огромное удовлетворение можно получить от работы над чем-то, что вы сами создали. Тем более, если оно будет приносить вам желаемый доход. Конкретная доходность зависит от множества факторов, включая рыночные условия, конкуренцию, спрос и умение эффективно управлять бизнесом. А как насчет того, чтобы стать совладельцем какой-нибудь крупной и известной компании и получать прибыль от ее роста и развития? Такую возможность каждому человеку предоставляет фондовый рынок. Здесь достаточно просто приобрести акции компании, и вы сможете получать прибыль в виде дивидендов или продав акции по более высокой цене. О том, как купить акции, чтобы получать дивиденды, смотрите в одном из наших видео. Однако купить акции самостоятельно вы не сможете. Для этого необходим посредник, брокер, который имеет лицензию на покупку и продажу активов на бирже. За свои услуги он получает комиссию, которая обычно взимается в виде процента от суммы сделки. Одну из лучших брокерских компаний с выгодными условиями сотрудничества вы найдете в описании под этим роликом. Кроме акций на фондовом рынке, можно инвестировать в облигации, которые представляют собой долговые ценные бумаги. Проще говоря, вы даете свои деньги в долг организации или государству, а взамен получаете облигацию. Они обещают вернуть деньги в определенный срок с выплатой процентов. Многие консервативные инвесторы любят облигации из-за возможности получать надежный и предсказуемый доход. Их часто приобретают с целью диверсифицировать свой портфель и снизить риски. Если у вас пока нет уверенности в своих знаниях рынка и вы боитесь принимать решения о покупке самостоятельно, то можно попробовать коллективные инвестиции в финансовый рынок. Когда мы говорим о коллективных инвестициях, мы имеем в виду вложения в инвестиционные фонды, к примеру, ПИФы, паевые инвестиционные фонды, или ETF-фонды, фонды, торгуемые на бирже. Это два типа коллективных инвестиционных фондов, которые позволяют инвесторам объединять свои средства для инвестирования в различные активы. ПИФы представляют собой инвестиционные фонды, управляемые профессиональным управляющим. Они привлекают деньги от инвесторов, выдают паи и инвестируют средства в различные активы, такие как акции, облигации, недвижимость и другие. Доходность ПИФов зависит от результатов инвестиций и изменения стоимости активов, в которые они вложены. Инвесторы получают доход в виде дивидендов или капитализации прибыли. ETF-фонды, с другой стороны, являются фондами, доли которых торгуются на бирже подобно акциям. Они позволяют инвесторам приобретать и продавать доли фонда на рынке в реальном времени. ETF-фонды обычно отслеживают определенный индекс или сектор рынка. Их цены изменяются в соответствии с изменениями в составе индекса или стоимостью активов. Ключевое преимущество ПИФов и ETF-фондов заключается в том, что они предоставляют доступ к широкому спектру инвестиционных возможностей с минимальными инвестиционными суммами. Они также предлагают диверсификацию портфеля, поскольку инвестирование происходит в различные активы. Однако важно понимать, что инвестиции в ПИФы и ETF-фонды также несут риски. Результаты инвестиций зависят от успеха управления фондом и изменений на финансовых рынках. Подробнее про инвестиционные фонды смотрите в видео на канале Жажда Про. Следующий вариант инвестирования предоставляет необычные возможности для роста капитала, которые просто не сравнить с другими видами инвестиций. И этот вариант — криптовалюты. Когда вы инвестируете в криптовалюту, вы покупаете ее с надеждой на то, что ее стоимость увеличится со временем, и вы сможете продать ее с прибылью. Однако важно понимать, что инвестиции в криптовалюты несут немалые риски. Курс криптовалют может сильно колебаться, и вы можете потерять деньги, если не осторожны. Поэтому важно инвестировать только ту сумму, которую вы готовы потерять. Вот главные советы для начинающих инвесторов в криптовалюты.
Начните с инвестирования небольшой суммы денег, которую вы можете себе позволить потерять. Так вы получите опыт и легче освоитесь в инвестировании в криптовалюту без значительных рисков. Изучите разные проекты и распределите свои инвестиции между теми криптовалютами, которые, по вашему мнению, имеют потенциал для роста. Используйте надежные платформы. Для покупки и хранения криптовалюты используйте надежные и безопасные платформы обмена и кошельки. Некоторые из них мы приведем в описании к видео. На этом пока все. Удачных вам инвестиций!